Я записалась на курс английского языка. Самое прикольное, что она разговаривает и не обращает внимания, понимают ее люди, не понимают. Амар my best friend. Ну что, давайте я вам расскажу про первый урок, было очень интересно. Очень многие написали, снимите тех, кто сюда переехал. Здесь пруд есть. А что, там есть рыба? Рыба, и там есть крокодилы, что самое главное. Серьезно? Пойдем купанемся. Друзья, всем доброе утро. Я записалась на курс английского языка. По тестированию сегодня в 8:30 утра. Время 8:30 утра, нам ехать Мы до школы. выходим. Что это за машина такая? Nice car. Raphael. Hi. Алекс, nice to meet Nice to you. meet you. Okay, nice to meet you We are too. late little bit, sorry. Alexander. Thank you. Thank you. Наши рабочие тетрадки. Hello, sorry. Okay, we're almost finished. Okay, come on in. Sorry, guys. Hello. Короче, мы прогуляли ознакомительный курс. Нас зачем-то на крышу. О, смотрите. Там целый сад. Чувствуешь себя как будто ты в GTA, да, каком-то? Нам рассказывают, что на этой крыше часто снимают видеоклипы. Каждый день есть какая-то тусовка, куда вы можете пойти после обучения. Самое прикольное, что она разговаривает и не обращает внимания. Понимают ее люди, не понимают. Вот вы должны погрузиться в эту среду. Тогда вы сможете переключиться на то, чтобы думать на английском, на то, чтобы свободно говорить. Ребят, мы проходим тест. Hi guys, so what's your name? What are you doing in Miami? So I'm Mohammed. I'm a scholarship student. I'm here to have fun for 1 year, and then I will study aerospace engineering at university in Daytona Beach. Good English. My name is Osama. I'm here also for 1.5 years to study English. I'm a scholarship student. Здесь все идет именно в таком формате, что тебя просто сталкивают с людьми, сажают за один стол, сидишь, кушаешь и общаешься, ну и тренируешь свой английский язык. How your first day in English school? It's very difficult for me. I don't understand nothing. Need take camera this like this, but people like this not good. If you watch how you record, you say, oh my god. Nice to meet you guys. Помню вас, это мой друг Амар. Амар my best friend. Yesterday Амар make boat. Короче, они надули резиновую лодку и поплыли на остров. Нам нужно создать компанию. Вот, смотрите. Они поплыли вон на тот остров, да? It was really good. А, вот, смотрите, доплыли. This is the island. Амар make a party every day. Yeah, he never and ever come to my place. I I don't know I why. make a video about this. Okay. I promise. Okay, we will see the break over. Okay. Let's go. Let's go. Сегодня мы смотрели новости, рассказывали в веб-сайтах, рассказывали каждый, какой у них завтрак. Кстати, все американцы думают, что русские едят черную икру и пьют шампанское на завтрак. И это, конечно, прикольно. Я говорю, нет, мы едим кашу. Здесь все дружат, общаются, постоянно приходят на какие-то тусовки. Но у нас из-за того, что мы ездим по врачам постоянно и в госпитале, у нас просто нет времени на то, чтобы сходить. Но обязательно, я уже договорился, к Амару домой пойдем. Потом сходим куда-нибудь вместе потусоваться. В общем, постараюсь все вам снять. Настя, как тебе учеба? 8:30 утра. Бананчик, круассанчик. А сегодня мы узнаем результаты теста вчерашнего. Да, вчера был у нас письменный тест. Надо было представить, что нужно написать статью, туристический журнал о месте, которое на вас произвело максимальное впечатление. Я написал про поездку на Гамбл 3000, это ралли миллионеров. А про что ты написал? Как ты думаешь? Майами? Нет. Йоханнесбург? Да. Смотрите, я в pre-интермедию попал, а Настя beginner. Вот это я.
Так, ну что, давайте я вам расскажу про первый урок. Было очень интересно. Изучали современные технологии, то очень много берут из природы животных либо насекомых. Например, у рыб берут аэродинамику, то есть на лотосе собираются капли. Делали точно такое же покрытие для защиты одежды, защиты там зданий и прочее. То же самое сейчас изучают гекконов. У них лапки, они могут ходить по потолку спокойно. И это используют для разработки таких роботов. Mercedes, например, сделал машину Bionic Car, которую аэродинамику скопировал с рыбы. Рыба-шар, так называемая. В общем, очень интересно и познавательно даже, просто вообще классно с картинками. Просят отвечать на вопросы. Мы читаем, мы рассказываем, общаемся друг с другом, работаем в парах. Ну, в общем, круто. Играем в мафию. Амар, и мафия. Don't trust that guy. This guy. All guys kill him first, okay? Secrets. Yep. You can see. Okay, so this is how we play. I tell everybody close your eyes. And the camera was watching. So don't say anything. Thank you, guys. And you are mafia. Open your eyes. Decide who you would like to kill. By pointing your finger. Скорая помощь, которая без страховки будет стоить вам от 3 до 5 тысяч долларов. Вот просто ее один раз вызвать. Она может делать все, начиная от врачей, заканчивая тушением пожара, оказывание помощи в экстремальных ситуациях, психологи. О, марихуаной пахнет. Саша, привет! Настя, привет! Я отвез Юлю в больницу, у нее схватки начались, забрал сумку и тоже иду в больницу. Кстати, в той же больнице, где вы были. Капец! У меня такие эмоции, у меня и страх, у меня радость, у меня все вместе просто как-то в кучу. Не знаю, что делать, что говорить, как себя вести. Это просто капец, вы представляете? Вам тоже еще это будет пережить такие чувства, Саш, так что держись, я тебе отвечаю. Все бы так было клево, все бы нормально, так знаешь, типа не показывал видео, а теперь все, пару часиков осталось, капец. Так что все, пришел в больницу. Так что все, не знаю, что говорить, не знаю, что рассказывать. Просто вот такие вот чувства. Давайте, ребята, держитесь. Ребята, всем доброе утро. У Макса и Захина дочка родилась. Макс, мы тебя поздравляем с Юлей. Желаем здоровья, крепкого ребенку и чтобы у вас все хорошо было. А мы с Настей начинаем наше воскресенье с прогулки по пляжу. Мы уже позавтракали. И многие спрашивают, почему мы поехали в Майами. Зачем вы сюда вообще поехали? Ребят, ну как зачем? Прошли 10 метров и у нас вот такой вид. Видите, ребята, ограждено. Здесь черепашка вылезла и отложила яйца. И скоро будут маленькие черепашата. То есть даже черепахи приплывают в Майами, чтобы родить американцев. А черепахи, знаете, да, что потом возвращаются? Через много-много лет, то есть они весь мир обплывают, возвращаются обратно туда, где отложили. Но на самом деле это у природы заложено не только у черепах, а еще это заложено у рыб. Не беспокоить, морские черепахи отложили здесь яйца. Ребят, мы спрашивали, что же поснимать в Майами. Очень многие написали, снимите тех, кто сюда переехал и как они здесь живут. Поэтому мы сейчас отправляемся в гости к очень интересным ребятам. Хозяина зовут Георгий. Едем к ним на обед. Достаточно далеко от океана. От нас минут, наверное, 30-40 ехать. Лейк Ранчес. Окей? В принципе, здесь везде российские права, как удостоверение личности, прокатывают. 7-я? Ну да. Та-дам. Добро пожаловать. Здрасте, да, катаемся. Сначала непонятно, думаем, чего вы здесь забыли, почему вы... Привет. Почему вы не возле моря? Выбрали, потому что здесь закрытое хорошее место, хорошая охрана. И здесь много самолетов, мы знаем, что происходит в мире. Понятно. Ну пойдемте, покажете. Ого. Интересно мне. Какие у вас тут апартаменты? Здравствуйте. 480 примерно квадратов. Нормально. Но с гаражами. Вы арендуете его, да? Да. Сколько стоит аренда? 7 тысяч стоит. 7 тысяч? Ну, а если купить, он где-то 1 100 000 будет стоить. Если 1 100 000 берешь, то сколько платишь налогов и... Налог, все, я посчитал, 4 тысячи выйдет. А с миллиона можно заработать больше денег. Да, конечно. Инвестировав 1 000 000, заработаешь. И будешь и снимать, еще останется. Самый кайф.
Выбор, ну, короче, все как полагается. Григорий, расскажи, как ты вообще переехал в Америку? Почему Америка и откуда? Приехали из Краснодара, мы рожали в 17 году вот этого человека. И как вы получили гражданство? Гражданство мы по бизнесу, мы по L1. Ну вот сейчас мы в процессе. Это лобстеров. Я их подготовил, разрезал. Так, как мы их будем готовить? Ну, Это масло сливочное. Обычное. Чеснок, да, и немного черного перца. Как вам вообще американская еда? Отвратительно. Морепродукты, мы едим рыбу. Вот это та еда, из-за которой здесь можно жить в Америке. Фастфуды, бургеры, гамбургеры, это все, это пусть они сами едят, сами толстеют. А где продукты покупаете? Ресторан Дипа. Первое, поймать рыбу самому. Второе, это ресторан Дипа. А потом уже можно в Костко, потому что в Костко, а дальше уже остальные паблики, это все. Мы просто выдавили чеснок. Почему он уже почищенный? Потому что это Америка и народ ленивый. Вот в ресторане Дипа стоит 10 баксов, где мы таримся перцем, мы потом еще чуть-чуть перед подачей еще специально другой специи посыпем. Если сразу много специй использовать, то они начнут гореть. Так, все, мы теперь это просто идем жарить. Выбор быстро нагревается. Отлично. А я смотрю, у вас здесь пруд есть. А что, там есть рыба? Рыба, и там есть крокодилы, что самое главное. Серьезно? В любом водоеме во Флориде есть аллигаторы. Настя, там есть крокодилы, прикинь. Пойдем купанемся. Здесь единственное, вот как только видят крокодила, здесь есть специальные службы, которые отлавливают. Так, ну что? Для этого есть и забор такой. Потому что они тогда заползают в дом. Не видим крокодилов пока. Ну да. Ну, на самом деле мы выловили змею. Она случайно умерла. Вот такая. Красивая, оранжевая Нам змея. сказали, местные были свидетелями, сказали 40 минут. И ты умер. Класс. Они вылазят, когда вот дождь заливает их норы, и они вот из них вылазят. А бывает депрессия? Бывает, конечно, депрессия. Есть хочется постоянно, а есть нельзя, надо там. И вообще все раздражают. А почему нельзя есть-то? Потому что ребенку там то животик у него будет болеть, то у него там прыщички какие-то. Эта депрессия, она при первых 2 детях. Когда рожаешь 3-го ребенка, здесь в Америке разрешают есть все. Они считают, что ребенка организм закаляется, и то, что вы если там поедите фасоль, у ребенка какое-то время поболит живот, ничего с вашим ребенком не случится, лишь бы вы получили удовольствие. Ну, на самом деле, мне кажется, это нормально, да. Поем. Самое интересное, у нас у Мии болел живот чуть-чуть, и абсолютно дальше она ела все, что угодно по сей день. Артема мы берегли, у него каких только аллергий не было. Все, Настюха, ешь все, что хочешь. Надо, главное, пить воду. Главное пить воду. Пей воду. Покажи, как ты пьешь. Да только что выпил. Вот так она мне целый день и говорит. Вопрос еще один, касаемо детей. Так, ребят, я надеюсь, вас не замучил, но это актуальные сейчас вопросы, поэтому терпите. Вопрос. Мы сейчас читаем книгу «После 3 уже поздно». Это японская книжка. Там говорится, что в ребенка надо закладывать первые 3 года, а дальше потом направлять его, а он дальше сам. То есть после 3 уже поздно как бы. И до 3 поздно. По Мейке я смотрю, когда ей было месяц, она уже все, это устоявшийся нормальный человек. Наказываете детей? Мы договариваемся. Как, например? У каждого есть свои задачи. Вот если Артем знает, что мусор, это на нем. И поэтому он знает, что мусор если не вынес, значит мы можем сказать: друг мой, вот ты сейчас сидишь не в компьютере, а ты занимаешься, там, помогаешь, там, что-то делаешь. Все, вот именно воспитали так, что у нас ни в ютубах, ни в инстаграмах дети не сидят. А с Настей с ней папа тряпка. Девочки это хитрые вот с такого, когда была Настя, вот она вот была такая, она не дала себе брать за ручку, но когда ей нужны были новые сапожки, она подходит, берет тебя за ручку: папа, я хочу новые сапожки. Ну что ты можешь сделать? Дети же это счастье. Конечно. Ты это не поймешь, пока ты вот не увидишь вот его первый раз. Я перестроил свою жизнь, наверное, на 300 000%. Как вы путешествуете с 3? Вот Мы ни разу не путешествовали без них. Никогда. У нас маг и волшебник. Григорий готовит лобстера. Все стереотипы. Зато когда родилась Мия, нам сказали: ребята, вы что, берите и путешествуйте. Это в Америке, да? В Америке 2 недели ребенку мы посадили, мы поехали 2000 миль. И абсолютно нормально. Ребенок спит, мы едем. Остановились, покушали. У тебя богатые родители? Не, абсолютно. У меня родители, мама пенсионер. Многие люди считают, что если человек поднялся, то, скорее всего, ему повезло либо связи, либо родители богатые. Было дикое желание. Потому что в голове не было ограничителя. Да. Хотя в меня закладывали эти ограничители, но я всегда в школе, родители у меня до сих пор, мама считает, что это все неправильно. К врагам не полетело. Давай проверим знание английского языка. Какое-нибудь стихотворение расскажи. В Америке стихотворение не учат. А ты можешь русское стихотворение, знаешь, и перевести его на английский? Села муха на варенье, вот и все стихотворения. Давай по-английски. Bug is sitting on the gel, and this is all sunk. А ты солил это, я забыл? Да, обязательно Да. солил.
соль, чеснок, и я немного перца кладу. Что это такое? Сангрия? Это сангрията, это виноград, это по типу яблочных, как есть сидр, только это из винограда. Это Алкогольный? безалкогольное. Мы вообще против алкоголя. Прикольно. А что ты смотришь, ты сладкое опять ешь? Обалденное, сладкое, обалденные лобстеры. Ребят, спасибо, что накормили меня белком. Ну что, друзья, мы уже дома, у нас ночь. Пишите обязательно в комментариях, как вам семья Григория. Кстати, у них есть тоже свой канал, оставлю на них ссылочку в описании. Переходите, смотрите очень много выпусков и интересных видео про Америку. А на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Всем удачи и пока.